Меня зовут Виктория, я старший бортпроводник в авиакомпании «Жара» и уже 10 лет как работаю бортпроводником. Очень люблю путешествовать, не бойтесь летать. Это волшебство, это чудо. Друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня я нахожусь в Ижевске в офисе авиакомпании «Ижавиа». И на моем канале вы смотрите уже 4-й по счету выпуск интервью с бортпроводником. Сегодня это бортпроводник Виктория, авиакомпания «Ижавиа». Всем доброго дня! Меня зовут Виктория, я старший бортпроводник в авиакомпании «Ижавиа». Виктория, расскажите, как сложился ваш путь в авиакомпанию? То есть вы сразу пришли в авиакомпанию или с чего вы начинали? Почему выбрали именно эту профессию? Произошло это в 2012 году. Это был очень резкий поворот в моей жизни. На тот момент я училась заочно на филологическом факультете нашего Удмуртского государственного университета и работала параллельно в офисе. В конце года я узнала о том, что будет проводиться набор проводника. Узнала я от своего отца, он работает здесь, также в авиакомпании «Ижавиа», авиатехником. И подумала, вот, прикольно, нужно попробовать, это что-то новое в жизни, абсолютно то, что я еще не испытывала. Интересный опыт, попробую, закину свое резюме. И в итоге я на самом деле не ожидала, что меня возьмут в бортпроводники. Это было удивительно, я даже не надеялась, но вот я здесь, и уже 10 лет как работаю бортпроводником. И хочу сказать, что ни минуты не пожалела, что 10 лет назад подала резюме в авиакомпанию «Ижавиа» и нахожусь здесь. Следующий вопрос: что нужно там знать, уметь владеть, образование, опыт и так далее? Есть ответ? Какие требования предъявляются к будущим бортпроводникам? Например, уровень образования, здоровье, знание иностранных языков и так далее. Бортпроводник – это очень ответственная профессия, но тем не менее стать бортпроводником можно даже не имея опыта в работе в сфере авиации. Вы можете прийти в любую авиакомпанию, если она проводит набор, пройти собеседование и уже далее отправиться на курсы обучения в школу бортпроводников, которые есть во многих городах России сейчас. Пройти обучение, которое длится около 2,5 месяцев в среднем. Затем пройти стажировку уже непосредственно в той авиакомпании, в которой вы хотите работать. И выполнить стажерские рейсы. И уже отправиться в свободное плавание. Также есть высокие требования по здоровью. Здоровье бортпроводника должно быть идеальным, мы должны за ним следить. У нас ежегодно проходят медосмотры. Нас тщательно проверяют, потому что мы выполняем ту работу, которая является вредной. Также есть требования к внешнему виду. Бортпроводник должен выглядеть, следить за собой, за своей фигурой, за прической, за осанкой, за своей речью. И что касается иностранных языков, это также приветствуется. Даже на внутренних рейсах есть пассажиры, иностранцы, с которыми нужно вести диалог хотя бы на каком-то таком поверхностном уровне. Поэтому языки тоже приветствуются. Хорошо. Давайте еще раз уточним для ваших будущих бортпроводников. Например, у них нет опыта работы бортпроводником, но есть огромное желание. То есть они могут прийти в авиакомпанию и обучиться с нуля. Да, на самом деле это возможно, и практически все наши бортпроводники в авиакомпании «Ижавиа» таким образом и начали свою карьеру бортпроводника.
То есть нужно пройти собеседование, и далее, если вас принимают на работу, вас отправляют на курсы обучения бортпроводников. А где проходит обучение? Что касается меня, я училась в Екатеринбурге, кстати, в Уральском учебно-тренировочном центре гражданской авиации. А сколько длилось ваше обучение? Обучение 2,5 месяца. Виктория, какие требования предъявляются к внешнему виду бортпроводника? Бортпроводник должен выглядеть опрятно, аккуратно. Волосы должны быть убраны в пучок гладкий, либо могут быть распущены, но не касаться плеч. Такие требования у нас существуют. Должен быть маникюр аккуратный, опрятный. Далее макияж обязательно дневной, но при этом подчеркивать красоту наших очаровательных девушек. И завершает образ бортпроводника это, конечно же, наша форма, которая является символом элегантности и, наверное, одним из самых красивых символов гражданской авиации. У нас в авиакомпании есть два вида формы. Это зимняя и летняя. Она отличается по цвету. Летняя яркая, фиолетовая, а зимняя это та, что сейчас на мне, темно-синяя, с красным бантом, с красными элементами. Зимняя форма состоит из пиджака, жилетки, юбки, пилотки и белых перчаток. В пилотке и белых перчатках мы встречаем пассажиров. Что касается обуви, на бортпроводниках должна быть обувь черного цвета с небольшим каблучком, чтобы это также выглядело красиво и элегантно. Но при этом было удобно находиться на каблуках в течение всего рейса, потому что мы очень много времени проводим на ногах. Что входит в обязанности бортпроводника? У бортпроводников очень много обязанностей и очень много нужно знать, чтобы владеть этой профессией. Во-первых, конечно же, это обеспечение безопасности пассажиров. Безопасность всегда в приоритете в нашей авиакомпании в том числе. Мы должны знать, как себя вести в той или иной ситуации, штатной, нештатной, в аварийной ситуации в том числе, если вдруг, не дай бог, такое произойдет. На втором месте, конечно же, это качественный сервис. Мы должны уметь держать марку и делать так, чтобы нашим пассажирам было комфортно на борту. Комфорт на борту – это хорошая атмосфера. Мы должны, как хозяйки, создать дружелюбную, гостеприимную атмосферу, чтобы всем пассажирам было комфортно. Мы предоставляем услуги по питанию, напитки, горячее питание предлагаем. Также следим за температурой в салоне, чтобы всем было комфортно, за чистотой обязательно. За тем, чтобы все пассажиры себя чувствовали хорошо. Все было хорошее настроение, чтобы они с удовольствием, с хорошим настроением из одной точки добрались в другую. По каким направлениям осуществляются рейсы авиакомпании «Жавиа»? Мы выполняем рейсы в Москву, в Санкт-Петербург, в Калининград, в Сочи, Нижегород, также Махачкала. Рейсы выполняются на воздушных судах Boeing 737-800. Также у нас есть Як-42 борта, которые выполняют
чартерные рейсы и являются резервными. С какими вопросами чаще всего пассажиры обращаются к бортпроводникам? Есть ли какие-то интересные, может быть, даже забавные вопросы? Пассажиры, да, часто проявляют любопытность, спрашивают, где мы сейчас летим, на какой высоте мы летим, кто сегодня пилот, какое, например, он учебное заведение заканчивал, сколько ему лет, какой у него опыт, какой стаж. Также могут спросить про возраст самолета, любят спрашивать. Бывают, знаете, смешные вопросы касаемо, а есть ли у нас парашюты, или не можете ли вы меня доставить до дома, будет ли сегодня ровная дорога, не будет ли воздушных ям, вот что-то в таком роде. Виктория, вы являетесь старшим бортпроводником. Расскажите, какой путь у вас был до этой должности? Я думаю, что вашим будущим коллегам будет интересно, как проходит путь до старшего бортпроводника Ежавия. Старший бортпроводник — это должность, которая накладывает на тебя определенные моменты касаемо повышенного профессионализма, повышенных знаний в теории, в теоретической части, в практической части. Также обязательные лидерские качества, умение организовать работу в бригаде бортпроводников и настроить их на хороший рейс. Мой путь занял примерно 2 года, но это все индивидуально, может происходить по-разному, кто-то становится раньше, кто-то позже, нет каких-то конкретных цифр. На самом деле тут нужно прислушаться к себе, готов ли ты к этой должности. И у нас есть бортпроводники и инструктора, которые также занимаются отбором старших бортпроводников, кто достоин, кто сможет занять эту почетную, я не побоюсь этого слова, должность. Мне посчастливилось стать старшим бортпроводником, и на самом деле я с гордостью несу эту должность, выполняю свои обязанности. То есть следующий шаг, я так понимаю, это должность инструктора. Да, это бортпроводник-инструктор, бортпроводник, который обучает и других бортпроводников. Друзья, если вы приходите в Ежавию работать бортпроводником, то сначала вы работаете непосредственно бортпроводником, далее вы становитесь старшим бортпроводником, такая возможность есть, и уже являясь опытным сотрудником, вы учите новых бортпроводников, новобранцев и становитесь уже инструктором. Это очень хорошая карьера в любой авиакомпании, в частности в Ежавии. Виктория, допустим, ваши будущие бортпроводники захотят сменить свою офисную работу, где они работают с 9 до 18, и прийти работать в авиакомпанию. Какой рабочий график их ждет? График работы у нас не нормированный. Он может меняться. Есть рейсы и дневные, и ночные. То есть бывают такие рейсы, когда я, допустим, всю ночь нахожусь на работе, где в полете, в самолете. Либо наоборот, рано утром прихожу на работу, например, рейс Ижевск-Москва, наш утренний рейс, вылет в 7 утра, но мы приходим на работу к 5 утра. Соответственно, просыпаюсь я, чтобы прийти на работу к 5, где-то в 3:30. Так. То есть вы приходите на работу, а дальше какие ваши действия? Я прохожу медосмотр за 2 часа до вылета. Затем мы приходим в нашу службу бортпроводников, переодеваемся, надеваем нашу красивую форму, делаем прически, поправляем макияж. Далее проводим предполетный брифинг. Иногда он может проходить также с пилотами. Обсуждаем рейс, количество пассажиров, какую-то информацию по рейсу, есть ли какие-то особенности по рейсу, особые категории пассажиров.
уточняем количество питания и проводим, старший бортпроводник проводит теоретический опрос, проверку знаний других бортпроводников, чтобы понять их готовность к рейсу и их настрой. Вот так проходит подготовка к рейсу. И далее мы уже за час 15 примерно идем на самолет и готовимся к вылету. К встрече наших пассажиров принимаем питание, проверяем аварийно-спасательное оборудование, также наш инвентарь, проверяем салон на чистоту. И чем заканчивается ваша работа после завершения рейса, после того, как вы, пассажиры, уже вышли из самолета? После того, как мы проводили пассажиров, мы осматриваем салон на забытые вещи, также проверяем аварийно-спасательное оборудование, все ли в порядке, чтобы уже другой бригаде оставить самолет в идеальном состоянии. Сдаем питание, то есть оборудование кухонное, телеги, контейнеры. Также мягкий инвентарь сдаем, что осталось в рейсе, что не израсходовано. Бортпроводник, который отвечает за коммерческую загрузку, это груз, почты и багаж, а также по прилету сдает в аэропорту прибытия груз, почту и багаж. Затем мы заканчиваем все процедуры на борту и вместе возвращаемся в службу бортпроводников. Там уже проводим послеполетный разбор, то есть обсуждаем какие-то моменты в рейсе, какие-то вопросы могут возникнуть, спорные ситуации и так далее. И заполняем документацию. Да, вот подскажите, я зацепился за ваш момент, когда вы сказали о том, что вы осуществляете проверку на забытые вещи. Допустим, вот пассажиры прилетели в Ижевск сюда, забыли вещи какие-то. Куда пассажиры могут обратиться для того, чтобы найти свои забытые вещи в аэропорту Ижевска? Все вещи мы сдаем в нашу камеру хранения. Они могут обратиться в течение 21 дня, по-моему, хранятся эти вещи. Пассажиры могут не переживать, все вещи мы сдаем в камеру хранения, если вдруг случилось такое, что они что-то забыли. Виктория, помимо работы у вас бывает свободное время? Какие есть у вас интересы, увлечения? Да, конечно, у нас есть свободное время, и я стараюсь проводить его с семьей, с родными, с близкими. Хожу в бассейн, потому что нужно себя держать в форме, следить за своим здоровьем. Люблю читать. Не зря же я закончила филологический факультет. Очень люблю путешествовать. И во время отпуска всегда куда-нибудь улетаю. Даже в отпуске не забываю про самолеты. Покупаю билет в какую-нибудь точку мира или нашей необъятной родины и отправляюсь в путешествие. Да, путешествие, друзья, нужно. И, пользуясь случаем, что вы можете пожелать будущим пассажирам авиакомпании «Ижевск»? Хочется сказать, не бойтесь летать. Это на самом деле здорово. Это волшебство, это чудо, это возможность за короткий период времени переместиться в другое место, абсолютно не похожее на то, где вы сейчас находитесь. Друзья, это была Виктория, старший бортпроводник «Ижевск». Всем спасибо, что посмотрели это видео. Пишите комментарии, ваши отзывы. Может быть, даже будут вопросы Виктории. И я, наверное, постараюсь ретранслировать ее вопросы под ваши комментарии. Всем спасибо, всем пока.